Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке будем мы с вами вязать сумочку из таких вот мотивов, которые мы вязали в прошлом видеоуроке. Ссылку на видеоурок я оставлю в описании под данным роликом. Я связала два таких мотива. Размер каждого 15 на 15 сантиметров. Вот как выглядит изнаночная сторона. Вот, надо два таких мотива. Еще нам понадобится шнур, из которого мы будем вязать боковинку и ремешок. Я возьму вот такой вот цвет. Крючок номер 3,5. Два небольших карабинчика у меня вот таких. И пришивная кнопочка. Ну, в принципе, и все. Вот этого всего достаточно будет для нашей сумочки. Итак, приступаем. Сначала мы будем вязать боковинку. Итак, делаем узелок и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем наше вязание. Вязать будем вот за эти перемычки. Первую пропускаем, так как это петля подъема. Захватываем следующую перемычку и провязываем 6 столбиков без накида. 1, под каждую перемычку по одному столбику. 2, 3, 4, 5 и 6. Мы вяжем сразу полосу, которая будет и боковинкой, и донышком. Петля подъема, разворачиваем вязание. И далее под каждую косичку мы провязываем по одному столбику без накида. Итого в каждом ряду у нас будет по 6 столбиков без накида. Вот второй ряд. Третий и все последующие ряды вяжем точно так же. Смотрите, воздушная петля подъема, разворачиваем, вяжем третий ряд. Четыре, 5, 6, воздушная петля и так далее. Вот у нас первый ряд, второй ряд, третий ряд. Всего нам необходимо связать 75 рядов. Смотрите, как мы их просчитали. Я показывала в прошлом видео, как красиво закрыть наше вязание, то есть чтобы со всех сторон у нас не было нигде узелков, со всех сторон было одинаковое количество петелек. И так как нам надо провязать и боковинку, и донышко, а начинаем мы вот с этой первой петли, просто сосчитала количество всех вот этих петелек, всех косичек, вот этих угловых по 2. И всего у меня получилось 75. Поэтому соединять детали мы будем под каждую косичку. Здесь будет задействован каждый ряд. Поэтому всего необходимо нам связать 75 рядов. Итак, у меня получилась вот такая полоса, 75 рядов. Я нить не обрываю. Беру одну деталь. И смотрите, то есть каждый наш провязанный ряд буду соединять за вот эти вот, смотрите, вот здесь отверстие. И вот здесь, чтобы не была большая такая дырочка, я буду просто брать вот за 2 дужки. Вот в каждое отверстие. Раз. Здесь, чтобы не делать дырочку большую, просто вот, чтобы сверху у меня было 2 полосочки, скажем так. Одна внизу. Вот так вот. И одна еще внизу остается. Итак, берем 2 детали. Нить мы не обрывали. Заходим сразу вот эти вот, захватываем 2 полосочки. Так, захватили. Вот наш мотив и угол. Да, мы одну петельку оставляем. Как раз это у нас захватываем вторую. И просто провязываем столбики
без накида. Далее идем в отверстие под косичку на мотиве. Вот здесь за 2 дужки, как я вам говорила, и под следующую косичку. То есть таким образом мы соединяем вот эту нашу полосочку с мотивом. Сначала с одним, потом будем соединять с другим. Вот смотрите, как у нас получается. И вот так в уголках мы тоже провязываем под каждую косичку по одному столбику, соединяя при этом вот эту полосу. Итак, смотрите, к одной детали мы боковинку присоединили. Вот как получается. Так, сделаю еще воздушную петлю, просто спрячу хвостик. На это не обращайте внимания, мы тут еще будем обвязывать наш мотив, поэтому то же самое сейчас проделываем с другой стороной. То есть просто присоединили наш мотив, берем новую нить. И точно так же хвостики мы, конечно, немножко подпаяем, чтобы они не распускались. Это у нас полиэфирный шнур, поэтому зажигалкой. Все, находим. Так, и вот наш уголочек. Берем только одну петельку с уголочка. И проделываем то же самое. Просто провязывая, хвостик потом спрячем. Просто провязывая столбики без накида. Все, хвостики все спрячьте, провязываем, привязываем второй мотив, нить не обрываем, потом покажу, мы сделаем еще немножко, пару рядов обвязки. Итак, смотрите, что у меня получилось. Я нить не обрывала, как я вам и сказала. По-моему, получилось очень даже хорошо. Вот как пришиты наши боковинки и донышко. В принципе, достаточно глубины. И теперь мы сделаем обвязку. Так, все, нить у нас остается. Мы идем, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 здесь. Так, мы соединительной петлей прошли в первую петлю, воздушная петля, и сюда же провязываем столбик без накида. Провязали. И обвязываем по кругу, провязывая полностью просто столбики без накида. Смотрите, как в углу я провязываю. Я провязала столбик, и второй столбик вот за этой линией соединения, да, я провязываю туда же, вот где у меня был провязан уже, где мы вот эту обвязку делали. То есть, чтобы не было таких значительных переходов. Вот так вот. Вот тогда получается красиво. Далее следующую. У нас здесь воздушная петля. И далее просто столбики без накида под косичку. На всех уголках сделайте тоже так же. То есть вот здесь и где линия соединения. Ну, сейчас здесь обвяжу, покажу вам, как вот здесь красиво перейти. Итак, смотрите, доходим до этого угла, провязываем столбик без накида. Столбик без накида туда, где у нас начиналась обвязка. И вот в эту петельку столбик без накида тоже. Вот так. Все, чтобы не было здесь под каждую косичку. Ну и здесь то же самое мы сделаем под косичку и потом вот в эту петельку, где начиналась обвязка. Идем обвязываем. Обвязку, наверное, сделаем только один ряд. Я смотрю, что да, есть место, где пришить кнопочку аккуратно, чтобы не было сверху очень громоздко. Все, и начнем делать ремешок.
Итак, я ниточку-то уже обрезала. Нам остается провязать вот в эту петельку, где было место соединения боковинок. Так, все. А первая петля у нас здесь провязана, то есть обвязку я сделала только один ряд. Вытягиваю свою нить и делаю косичку. Вот под первый столбик, вот видите, мы где начинали вязание, мы просто соединяем, чтобы красиво у нас было. И с изнаночной стороны под перемычку и полупетлю. Все, видите, красиво как получилось. А далее этот хвостик мы прячем, глубоко спрятали его, обрезаем и хвостик немножко припаяем зажигалкой. Так прям делаю, прям вот так. Все, сумочка готова. Так, вот мы пришили кнопочку. И теперь нам необходимо сделать ремешок. Итак, для вязания ремешка мы берем наш шнур, складываем вдвое, оставляем небольшой хвостик, чтобы присоединить к карабину. Делаем узелок. И провязываем 2 воздушные петли. 1, 2. Далее в первую петлю вытянули петлю, провязали. Разворачиваем наше вязание по часовой стрелке. Снова вытягиваем 2 петли на крючке, провязали. И так далее, поворачивая по часовой стрелке. Только теперь уже вот здесь у нас на крючке будет 4 петли. Вот так вот все время поворачивая по часовой стрелке. Вытягиваем нить, поворачиваем и вяжем. Когда свяжете необходимую длину, присоединяем к карабинам. Так все время поворачивая. Все, у вас вот получается вот такой вот плотный ремешок. Я буду вязать 71 сантиметр. У меня 6-летняя дочка. Я примерила, как красиво, удобно ей. А вы уже вяжите, смотря для кого вы вяжете. То есть, так, все, я сейчас покажу, как присоединить к карабинчику. Итак, смотрите, какой у меня получается плотный ремешок. 71 сантиметр. Одну часть уже присоединила к карабину. Вторую часть, вот этот хвостик, который у нас был, сразу 2 нити сюда. И вот так вот в это колечко. И просто смотрите, где вот вам удобно. Ну так, чтобы красиво было. Так, вот так вот несколько раз оплетаем. Потом эти 2 ниточки вот так вот уводим по самому ремешку, прячем и обрезаем, и зажигалочкой мы их немножко припаяем. Ну, вот как-то так. Все обрезаем, зажигалочкой припаяли. И все, можно присоединять наш ремешок к сумочке. Так, смотрите, кольца не использовала, просто сразу вот эти карабинчики, вот так сложив, вот видите, вот так вот, сложив одну деталь и вторую детальку. Все, в принципе, если хотите, можно использовать и кольца, но так как сумочка небольшая, то я считаю, что можно обойтись и просто карабинчиками. Получилась вот такая малышка. Ребенок мой уже видел, ей очень нравится. В принципе, прекрасный такой весенний, летний вариант. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.